Об общем состоянии фронта, если позволите, я хотел бы пару вопросов задать. Получается же, что вот когда украинское контрнаступление начиналось, то со стороны россиян почти не было движения. А сейчас такое ощущение, что практически там, ну, на большинстве участков восточного такого фланга, да, они практически весь фронт привели в движение. При этом получается, что Авдеевка для них это такой какой-то участок территории, в котором они чувствуют, что есть продвижение, есть уверенность. Что с остальными участками фронта? Они просто тупо перебрасывают сейчас многих в Авдеевку и все? Что известно? Ну, я бы такую аллегорию привел, да. Такое ощущение, что они ведут себя как во второй половине 12-го раунда чемпионского боя. То есть, они думают, что вот скоро все закончится, и это, в принципе, возможно. Да, погода, когда сильно испортится, то как бы вся эта беготня уже пойдет на спад. Ну и вот хотят побегать и как бы вот успеть еще хоть что-то, да. Им очень важно там какой-то информационный повод для победы. Там, взять, там, ну, к примеру, все, что останется после Авдеевки через там 2 месяца штурмов, ну, тоже вариант. То есть вполне подходит для их программы. На севере там ничего особого не получается, на юге там, ну, как бы село взять можно, там, допустим, срезать тот же Работинский выступ, и сколько там Работина, там еще что-нибудь там вернули. Ну, как бы не солидно звучит. А Авдеевка, и это можно потом еще там, и что все, столицу ДНР, значит, защитили, теперь укропы там из пистолета не смогут по нему стрелять. Вот. Ну, то есть вот такое. То есть это дело в том, что так как они падки на, не то что падки, а у них это стратегия, то есть им нужны вот эти вот достижения, такие пустые мыльные пузыри, но достижения. И этим надо пользоваться. Раз они готовы дорого заплатить за Авдеевку, тут надо дорого ее продать. Безусловно, взять ее можно, да, вывалив на нее там, все, что есть на белом свете, да, вот как они взяли Попасную. Они просто снесли ее с лица земли вместе с сооружениями, в которых наши защитники находились. Авдеевку можно точно так же взять. Сейчас они пытаются как бы взять ее с флангов. Это вообще прекрасная история, я вам скажу. Потому что вот этот, особенно северный фланг, южный для них более-менее удобный, кстати. Я подозреваю, что они там постараются нарастить усилия. А северный там для них вообще кошмар. То есть для того, чтобы добраться до рубежа перехода в атаку, там колонны сгорали по пути. Я повторюсь, по каждой цели, которая находится в этом языке, может стрелять как минимум несколько наших бригад. Потому что они находятся в зоне досягаемости и минометов, и там тактической артиллерии бригадной, и FPV-дронов. Там. Открою военную тайну, у нас даже там на некоторых участках такая здоровая конкуренция. Там, допустим, мы стреляем там по кому-то, а тут смотрим, еще кто-то стреляет. А это, кто сказать, сетку насыпал. То есть, ну, все видят, у каждого свои глаза есть. И раз противник находится в зоне поражения, то, соответственно, ему там тяжело. Поэтому я не думаю, что у них хорошие перспективы есть на севере, несмотря на то, что они там сильнее всего продвинулись. Но так они там больше всего и положили народа. Ну, пусть продолжают. Им Авдеевка нужна. Отлично. Это та самая морковка, которую можно перед ними держать. Но, повторюсь, если вдруг что-то произойдет такое, что будет невыгодно удерживать, то и пропорция поменяется, или возникнет риск оперативного окружения, или в принципе они превратят своими обстрелами эту территорию в неудобную для обороны, значит ее надо оставить, потому что ценности она для нас не представляет. Для нас ценность то, что мы убили уже противника в разы больше, чем жителей той самой Авдеевки.